Никто. То есть все, получается, первый раз на сибирском борде стоят, правильно? Отлично. Теперь поднимите, пожалуйста, руку, кто является тренером, инструктором по какому-либо направлению. Все. Супер, девчонки. Значит, вы мои коллеги, я очень рада, что вы в таком прекрасном коллективе с вами собрались. Вопросы, что вообще с ней делать? Давайте сейчас, пока вы раскачиваете, буквально словечко про себя. Меня зовут Виктория Терехина. Я 15 лет занимаюсь оздоровительной гимнастикой, переехала в Краснодарский край 6 лет назад. Сибирским бордами я стала работать 4 года назад и активно применяю его в своей практике. Я училась на разные направления, связанные со здоровьем. Йогой, пилатесом, ЛФК, и цигун, самые, на свой взгляд, базовые вещи, которые работали с моим телом. Я мама 3 детей, это было очень актуально для меня, когда я начинала. Я применяю сибирским бордом. Я просто обожаю это оборудование. Его обожают все мои клиенты, которые ко мне приходят и на групповых тренировках, и на индивидуальных. Я вам сегодня покажу, что сибирский борд можно применять абсолютно на любом направлении фитнеса. Как на силовых тренировках, на кардиотренировках, на растяжках, даже на детских занятиях. Итак, так как вы уже разогрелись, я не буду много времени тратить на развилочку легкую. Поэтому давайте начнем. Слушайте, пожалуйста, внимательно. И у меня к вам такая просьба. Постарайтесь, пожалуйста, слушать и мой голос, и слушать себя. Это позволит вам хорошо держать баланс, учиться чувствовать свое тело и держать равновесие. Есть еще одно очень важное правило, это техника безопасности. Когда я буду вас обращать внимание на положение рук, ног, головы, учитывайте это, пожалуйста. И последнее. Когда мы будем, если резко движение, ничего положения нижнего, верхнего, это тоже касается. Пожалуйста, поднимайтесь очень мягко, аккуратно, имейте, чтобы стояли параллельно с головой. Не думайте, что вы все подготовленные крутики, и если я резко поднимусь, со мной ничего не будет. Меня это тоже касается. Итак, стопы проверьте, чтобы стояли параллельно друг другу, это очень важно. Коленочки мягкие. Расслабьте сейчас плечи, потяните за макушкой вверх. Подтяните промежность, потяните мышцы живота. Обратите внимание на свое дыхание. Можете даже прикрыть глаза и попробовать почувствовать свое тело. Понаблюдать, как меняются ощущения во время переката. Как одна сторона у вас наполняется, другая опустошается, становится легкой, свободной. Постепенно будет приходить такое приятное чувство гармонии. Итак, через сторону мы с вами будем поднимать медленно руки вверх, ладошки направлены в небо. Задержитесь буквально на пару секунд и с выдохом опускайте руки вниз, ладони направлены в землю. Продолжаем еще выполнять это упражнение. Обращайте, пожалуйста, внимание на свои ощущения в теле, на свое дыхание. В верхней точке мы с вами делаем задержку, это очень важно. И только потом мы выдыхаем и опускаем руки вниз. Вот в той точке, когда вы делаете задержку, постарайтесь максимально вытянуться вверх. Постарайтесь максимально вдохнуть. Отлично. Последний раз и будем с вами менять упражнения. Макушка тянется вверх, голову назад, пожалуйста, не запрокидывайте. Вытягиваем руки вперед, разворачиваем ладони вверх, делаем глубокий вдох, грудную клетку раскрываем, сводим лопатки. С выдохом ладони разворачиваем, посмотрите внимательно вниз, назад, вверх, направляем плечи вперед и сводим руки. Разводим в стороны, делаем глубокий вдох, разворачиваем и выполняем выдох. Постарайтесь голову удерживать в одном положении, ее не нужно сейчас опрокидывать назад, опускать сильно вниз. Головушка держится ровно, вы смотрите вперед перед собой. Продолжайте. Обратите внимание сейчас на свои руки, на грудную клетку. Ноги мягкие, дышим легко, свободно, приятно, чтобы вам было комфортно. Разведите руки в стороны. И теперь смотрите внимательно. Одна ладошка у вас опускается вниз, вторая вверх. Потом мы с вами выполняем движение выжимания. Одна рука закручивается назад и вверх, плечо опускается вниз, другая рука в обратную сторону.
поменяли положение, выдохнули, поменяли это положение. Вдох, качали плечевых суставов, выдох. При этом руки растягиваете максимально в стороны, руки старайтесь держать прямыми. Движение идет сейчас от плечевых суставов. Почувствуйте, как по плечом приятно вытягивается лопатка. За лопаткой тянутся мышцы спины. Старайтесь руки не сгибать в локтях. Устали уже ручки, да? А мы только начали. Продолжаем. Растягивайте, растягивайте руки. Молодцы. Достаточно. Опускайте руки медленно вниз. На обычной тренировке мы делаем как минимум 20 таких повторений. Итак, давайте теперь развернемся с вами и выполним перекаты в другом положении. Левая ножка смотрит вперед, правая нога у вас остается сзади. Постарайтесь ноги сейчас не сгибать в коленках. Положите пока руки на пояс, так, чтобы вы привыкли к этому упражнению и поняли, что у вас здесь должно работать. От мелочей зависит здесь очень многое. Сейчас я вас попрошу хорошо поработать своей поясницей и грудной клеткой. Когда вы выталкиваетесь вперед, вы прогибаетесь в спине, раскрываете грудную клетку, плечи отводите назад, локтями можете чуть-чуть себе помочь. Вам нужно грудную клетку не только вытащить вперед, но и поднять вверх. Вдохнуть. Когда вы делаете выдох, вы подкручиваете таз, подтягиваете мышцы живота и поясницы и тянетесь назад. Голову наклонять не нужно, вы все время смотрите вперед так, как будто у вас на голове стоит кувшин с водой. Чтобы долго не задерживаться в этом упражнении, мы с вами пойдем дальше и его немножко усложним. Когда вы перекатываетесь вперед, поднимите руки вверх. Когда вы перекатываетесь назад, опустите руки вниз. Итак, вдох и выдох. Не сгибайте, пожалуйста, ноги, будьте очень внимательными. Даже пятку правой ноги, которая у вас сейчас осталась сзади, мы ее удерживаем прижатой к борду. Дышите, пожалуйста, глубоко. И здесь тоже есть очень один интересный момент. Как правильно держать ладошки. Кто-то из вас направляет ладони вперед, кто-то друг на друга. Давайте поиграем с вами. Сначала ладошки тянем, направляем вперед. Потом друг на друга. И потом в стороны. Потом снова вперед. Потом друг на друга. И затем в стороны. Развернитесь, пожалуйста, на другую сторону. Или можно просто ножки поменять. Чтобы мне вас лучше видеть, я, например, лучше поменяю. Теперь я вам предлагаю выполнить то же самое упражнение. Наша вертикальная нога работает, правда? Но вариации, когда мы будем делать с вами упражнение, кстати, физически мы будем с вами удерживать положение, но, естественно, внутренняя работа идет у нас очень большая. Перекатитесь, пожалуйста, вперед. Поднимите вверх руки, направьте ладошки вперед. Вперед. Пальцами рук тянитесь вверх. Вытягивайтесь. Представьте, что ваше тело – это резиночка, которую мы растягиваем. Пятка левой ноги тянется в бок. Удерживайте это положение, наблюдайте за своим дыханием. Стоим, еще держим. Держим. Правая стопа. Правой стопой вы толкаетесь в бок, как будто вы хотите опустить на пол и борт прижать к полу. Вытаскивайте грудную клетку, снимайте зажимы в грудном отделе. Отлично, молодцы. Перекатываемся назад. Здесь я вас попрошу раскрыть руки, сцепить замок. Снова раскрыть грудную клетку. А теперь посмотрите, таз мы с вами отведем назад и сделаем прогиб поясницы. При этом корпус мы не наклоняем. Как вам ощущения в грудном отделе, девочки? Здорово, правда? Мне тоже нравится. Молодцы, трудяшки. Стоим. Это я вам сейчас показываю, что все упражнения можно адаптировать к абсолютно разному темпу и виду тренировок. Итак, мы снова перекатываемся вперед. Помните, мы с вами руки держали в разных положениях, да? Сначала мы смотрели ладошки вперед, теперь друг на друга. Будет замечательно, если вы проследите свои ощущения
И почувствуйте разницу, когда ладошки смотрели вперед, когда друг на друга, и потом будут смотреть в сторону. Сейчас можно на меня не смотреть, посмотрите перед собой. Можете даже глаза закрыть и почувствуйте свое тело. Просто понаблюдайте за тем, как оно вытягивается. Подтяните коленочки, напрягите ноги, зажмите ягодицы, подтяните животики, раскройте грудную клетку. Еще выше руками тянемся вверх. Еще выше. Растягиваемся, почувствуйте свой позвоночник. Вот если вы хорошо тянуться будете, вы просто кайфанете от ощущения в позвоночнике, в мышцах спины, как здорово все работает, правда? Перекатываемся снова назад, на левую ножку, снова пальцы цепляем в замок, и снова сводим лопатки, и прогибаемся в поясницу. Головушка смотрит вперед, взгляд направлен перед собой, ноги абсолютно прямые. Поднимите грудную клетку вверх, дохните в нее. Еще глубже. Ноги абсолютно прямые, как струночки. Вес тела мы держим в области пяток. Держите себя, прогибайтесь. Еще. Не роняйте грудную клетку. Я понимаю, что не просто. Простые упражнения, визуально кажется, ну что там, встали, ручки подержали. Но на самом деле сколько мышц у нас сейчас включено в процесс. Перекатываемся вперед, снова на правую ножку. Поднимаем руки вверх, разворачиваем ладони в стороны теперь, в стороны. И снова тянемся. Старайтесь кисти рук держать не шире, чем ваши плечи. Натягиваемся как струночки. Выше, за руками тянемся вверх. Выше. Кто-нибудь мне подскажет, что поменялось? Какие мышцы добавили здесь в работу, если мы с вами руки развели в стороны? Да, еще покажите мне, просто ладошкой покажите, я увижу. Да, yes, молодец, умничка, 5 баллов. Когда вы умеете слушать свое тело и наблюдать за ним, это, я считаю, 90% успеха. Опускаем руки вниз, цепляем руки снова в замочек, прогибаемся опять в спине. Посмотрите, мы с вами сейчас сделали то же самое, что и на левую ногу. Но в первом случае мы с вами делали упражнение в темпе, в динамике, правда? А сейчас в статике. Можно стоять в этом положении гораздо больше, но так как не хочется 45 минут максимально много вам показать, то, естественно, слишком долго нам стоять не придется. Итак, ну что, мои хорошие, едем дальше. Девочки, кто у меня сидит, давайте мы с вами поменяемся. Да, кто хочет попробовать стоять на бордах из тех, кто сидит, встаньте, пожалуйста. Что, никто не хочет попробовать на сибирских бордах позаниматься? Ну ладно. Не хотите, как хотите. Ладно, хорошо. Разворачиваемся. Стопы ставим пошире. Сейчас мы снова с вами поработаем и в динамике, и в статике, для того, чтобы у вас формировалось внутри понимание этой разницы. Разверните, пожалуйста, пальцы ног в стороны, пятки ближе друг к другу. Ладошки кладем на бедра, ближе к коленкам. И выполним вот такое круговое движение. Медленно только это, пожалуйста, делайте. Я понимаю, что Степан вас очень хорошо погонял. Он здорово вас разогрел и помог. А теперь попробуйте, пожалуйста, сесть еще глубже. Раз. Оп. Молодцы. А теперь попробуйте зафиксировать положение здесь вниз. Пятки можно развернуть еще ближе друг к другу. Вытащить ладошки, вытянуть спиночку и посидеть в таком положении. Превосходно раскрывается таз. Хорошо работают мышцы бедер. Правда? Окей. Поднимаемся. И давайте с вами выполним тоже те же самые круговые движения, только в другую сторону. Помните, в какую сторону вы крутили изначально? Теперь поменяем в обратном направлении. Микрофон свалим.
Что, девочки, тяжело, заскучали? Надо выдержать. Понятно. Это же упражнение, я вам сейчас покажу еще, как можно выполнять. Статики, например, когда вы делаете растяжку, не только внизу сидеть, как вы это делали, но и пригодились на одну ножку, другую вытянули. Попробуйте. Пальцами себя потяните. Пятку упирайте. Вот, посмотрите, я опираюсь на бедро опорной ноги. Я выполняю наклон, за счет этого я держу баланс. Нога, которая у меня вытянута, она абсолютно прямая. Можно рукой помочь себе еще немножко, если вы чувствуете себя на борде уверенно. Хорошо, давайте то же самое выполним на другую сторону. Как вы понимаете, время пребывания в этом положении можно регулировать. Пальцем мы тянем на себя. Дальше будет очень интересное упражнение, я вам обещаю. Такого вы еще не делали. Прогнитесь, пожалуйста, в спине вот здесь. И я вот на вас сейчас смотрю, у меня на самом деле голова сейчас находится в неправильном положении. Надо головушку держать опущенной вниз. Макушка должна быть продолжение позвоночника. Но у меня, как вы понимаете, без вариантов, мне на вас нужно смотреть. Медленно поднимаемся. И теперь давайте сделаем следующее. Встаньте, пожалуйста, на край борта. Разведите стопы на ширину ладошки. Руки положите основанием ладошек на борт. Сначала согните немножко ноги в коленках, опустите голову вниз. И попробуйте делать перекаты. Мышцы живота подтянуты, к спине прогибаемся. Потом постепенно ноги можно выпрямлять. Я вам сейчас покажу несколько вариаций выполнения этого упражнения. Если вы сейчас чувствуете себя на борде неуверенно, поверьте, через несколько тренировок вам это даваться будет уже очень-очень легко. Нужна просто привычка и практика. Еще раз обращаю ваше внимание, девочки, голову задирать нельзя, нужно смотреть вниз. Спина должна быть прямой и макушка, продолжение позвоночника. Старайтесь в спине все время прогибаться, чтобы у вас еще и задние поверхности бедер тоже были включены в процесс. И внимание свое направляйте внутрь себя. Чувствуйте свое тело. Я вам покажу сейчас еще два варианта выполнения этого упражнения. Вы, пожалуйста, посмотрите, а потом захотите, выполните. Если почувствуете, что пока еще не готовы, ничего страшного, пусть у вас просто будет понимание, что так тоже можно. Ну, Наташа может вместе со мной. Смотрите, пока мы сейчас поставим на серединочку. Очень важно, чтобы основания ладошек лежали на боку. И часто на сих пор люди вот так вот вбиваются пальцами. Так делать нет. Когда я выполняю перекаты, я могу поднять одну ножку вверх. Я могу так ногу держать статично и продолжать выполнять перекаты. Как вы понимаете, я могу еще добавить динамику. Раз и два. Все зависит от подготовленности и от вида тренировки, от темпа, который вы выбираете, от цели и задачи занятия. Итак, это была вторая вариация. Отлично, умнички, у вас здорово получается, девочки. Только следите, пожалуйста, за головой. Покажу еще один вариант. Но к этому варианту нужно подготовиться. Делаем вот так. Беремся за борт. Здесь очень важно, чтобы опорная нога стояла на серединочке. И отсюда мы начинаем тоже медленно перекатываться. Прогиб в спине должен быть, это тоже обязательное условие правильного выполнения упражнений. Хорошо его делать, когда у вас нога опорная, может быть прямой. Если вы хорошо будете прогибаться в спине,
то наш любимый седалищный кряж, как вы понимаете, да, будет кайфовать. Будет приятно растягиваться задней поверхностью бедра, будет сниматься напряжение с поясницы. Так я делаю на обе ноги. Чтобы побольше вам сегодня показать и дать, я вам предлагаю выполнить еще несколько очень хороших упражнений. Давайте мы с вами сейчас доски перевернем. Вы же все любите растяжку, правда? Все ее любят. Давайте поставим левую ногу на борт. Правая нога у вас будет опорной, пальцы ног упираются в пол. Как вы понимаете, это упражнение можно делать, будет еще и с оборудованием. О нем я скажу чуть-чуть попозже. Давайте сначала начнем выполнять это упражнение. Выполните, пожалуйста, круговые вращения тазом. Можно руки держать на бедре. Можно руки развести в сторону. Можно руки поднять вверх, как вы понимаете, что это упражнение можно адаптировать под любой уровень подготовки. То есть, если у вас растяжка на начале, скажем так, уровне, вы не готовы идти по полу, вы можете упереться, например, допустим, на борт, руку той ноги, которая у вас согнута, мы убираем на поясницу, и отсюда потихонечку, мягко, плавно раскачиваться, тоже выполнять круги. Если уже хочется идти дальше, глубже, растянуться еще больше, соответственно, вы дальше можете вытянуть, в данном случае, правую ногу. Можно руки сцепить в замок, раскрыть грудную клетку и тоже выполнять круговые вращения, естественно, в обе стороны. Здорово! Давайте мы с вами поменяем ножки. И скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, в руки взять, например, блин, можно? А гантели? Выполнять это упражнение в статике. Здорово? Например, села и сидишь, да? Держишь утяжелители. Или просто вначале вот так. А в динамике, если, допустим, у вас достаточно энергичная тренировка, можно? Можно. И покачивание делать, и круги, и просто в статике держать ноги, работать там руками, всевозможные движения. Я вам скажу больше, даже в танцевальных направлениях это тоже можно использовать. Итак, поехали дальше. Стряхните, пожалуйста, ножки. Медленно-медленно поднимайтесь. И еще одно упражнение сделаем для наших любимых ножек, потом пойдем дальше. Я вам сейчас попрошу одеть носочки. Сейчас вы поймете, зачем они нужны. Борт имеет достаточно приятную скользящую поверхность, благодаря которой мы с вами можем делать то, что я вам сейчас покажу. Итак, поднимаемся на сибирский борт. Руки могут быть в нескольких вариантах положений. Начнем с самого простого. Присядьте, пожалуйста. Прогнитесь в спине. Хвостик распушите свой красивый. Итак, давайте поработаем в зеркальном отражении левой ногой и правой. Удерживая статичное положение в опору ноге, вы правую ножку отводите назад и притягиваете. В сторону и притягиваете. Как вам, девочки? Покажите мне вот так вот, если вам нравится. Люди, кому не нравится? Отлично. Вы можете руки вот так держать на бедрах. А скажите, пожалуйста, если мы сейчас ножку поменяем, для очень дерзких тренеров, взять в руки гантели можно? Можно. Супер. Скажите мне, пожалуйста, а добавить здесь динамику можно? Еще поработайте опорной ногой. Смотрите, представьте, мы держим с вами гантельки, да? И пошли работать. Можно даже вплоть до выпрямления двух ног со сгибанием.
С наклонами. Здорово? Супер. И спинку держим ровно. Окей. Вы уже поняли, что такое здоровское упражнение можно делать. Покажу вам еще одно. Руки сначала кладем на пояс. Тоже присаживаемся. Разворачивайся, Наташа. Разворачивайся. И теперь смотрите. Мы присели. И ножка у нас работает теперь вперед, назад. Вперед она работает. Да? То ты на растяжку. И на статику, на силу. Пальцы, конечно же, вы тянете на себя. И когда вы ногу отводите назад, вы скользите пальцами. Ну там борт свободный, девочки, кто сидит. Вставайте, пробуйте с нами. Мягко скользим плавно. Поменяйте ножку. И здесь можно еще сделать статичное положение. Посмотрите, допустим, вы ногу отвели вперед. Взяли себя рукой за пальцы. И потянулись. Спине прогиб. И потянулись. Держали. Спине прогиб. Поднимаемся. Стряхиваем ножки. И слезаем с борда. Покажу еще упражнение, которое вам обязательно понравится. Встаем на борт вот таким вот образом. Здорово, что вы все в лосинах и в штанишках. Руки опускаем на пол. Наталья, пробовала уже? Классно. Разводим ноги в сторону. Смотрите, раз. И собираем два. Разводим и сводим. Я это упражнение еще люблю делать с маленькими пледами. Я пледы подкладываю под голени. Они еще лучше скользят, и ножкам не больно. Когда вы развели ноги в стороны, вот здесь попробуйте сейчас сделать угол 90 градусов. Голень, бедро. Отсюда, кто любит делать динамические занятия, пожалуйста. И растяжка, и руки работают. Если рядом лежат у вас гантели, например, взяли гантельку, пошли делать приведение. Скручивание. Кстати, попробуйте сделать просто скручивание, пока без всяких гантелей. Утяжелители можно. То же самое на другую руку попробуйте сделать. И спине хорошо, и бедрам. Вопрос такой, да, как отсюда выйти? Смотрите. Можно выйти разными способами. Можно так мягко поработать тазом, потихонечку слезть. Положить ладошки на борт, и обязательно ножки нужно будет стряхнуть. Это очень важный процесс. Итак, помните, я вам говорила о том, что сибирский борт можно использовать и на детских тренировках. Я очень люблю работать с подростками. И более того, на моих занятиях присутствует абсолютно разный возраст. То есть приходят мамы, дети 8 лет, подростки 16 лет, тут же женщины 70 лет. Не шучу, серьезно. То есть это настолько универсально, настолько интересно, что все чувствуют себя абсолютно комфортно. Теперь мы с вами попробуем следующее. Почему я начала про подростков и детей? Переверните, пожалуйста, борт. Я вам сейчас раздам вот такие мячики. Я вам предлагаю сейчас попробовать некоторые элементы нейрогимнастики. Заодно вы немножечко отдохнете. Будете пробовать, девочки? Так, сейчас я посмотрю. Так, если у меня один мячик остался, я дам попробовать. Хорошо? Так, и мешочки я тоже рядом положу, потому что они нам понадобятся. Так. Ну что, давайте начнем. Вставайте на борт, начинайте раскачиваться. Да, я носочки сниму и вам тоже предлагаю. Почему? Потому что носки скользят. Наши голенькие стопы создают очень хорошее сцепление. Итак, мешочек пока у меня лежит рядом. Стопы ставим как удобно, но чуть шире плеч. Так, чтобы вам было удобно сейчас работать ногами.
Работаем вот таким образом. Кидаем мячик, другой рукой ловим. Это очень простое упражнение, мы просто с него начнем. Когда я делаю разминку, то здесь я добавляю еще дыхательные упражнения. Можете попробовать. Я кидаю мячик с выдохом, ловлю со вдохом. Кидаю с выдохом, ловлю со вдохом. А потом я дыхание начинаю растягивать. Кидаю мячик сильнее и со вдохом поднимаю высоко руку вверх. Выдох, поднимаю руки, после выдоха происходит небольшая задержка. Вдох. Вдох делаю глубокий-глубокий. Выдох, доделываю до конца. Вдох. Теперь попробуйте делать то же самое на другую сторону, на другую руку. Чтобы у вас вдох получился на другую руку. Попробовали. Супер. Теперь возьмите, пожалуйста, мешочки. Мешочки. Чтобы перейти к более сложному упражнению, сделаем небольшую подготовку. Одной рукой мы мячик кидаем вниз, а другой рукой подкидываем мешочек вверх. При этом мы продолжаем балансировать на борде, кататься, перекатываться на нем. Когда ваше тело уже привыкло к этому упражнению, попробуйте сделать все одновременно. Смотрите. Раз. 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 Да, одновременно. То есть вы в одно время начинаете вот это движение. Отбрасывать мешок и кидать мячик вниз. Руку поменяйте, пробуйте сделать на другую сторону, и вы поймете, что оказывается, это тоже не такая уж и простая задачка. Как вам это упражнение, девочки? Супер. Также с мячиком и мешочком можно делать много различных комбинаций, как вы понимаете, да? Передавать круговую, например. Выполнить наклон и рисовать восьмерку, например, оставить или мячик, мешок, без разницы, можете мешочек пока положить, мячом попробовать. И восьмерочку делать. Добавить повороты корпуса. Только головушку держите опущенной вниз. Чем ниже вы опускаетесь, тем лучше. Ноги старайтесь держать прямые. Отлично, показала вам несколько упражнений этих. Теперь попробуйте борт перевернуть. Сибирский борт можно использовать также в круговых тренировках, как у взрослых, так и детей. Упражнение очень универсальное, вы сейчас это поймете. Давайте вот так вот доску развернем. Упритесь пальцем ног в пол и попробуйте сейчас занырнуть внутрь. Оп! И когда вы окажетесь внизу вот здесь, упритесь в пол руками, опора на предплечье, и попробуйте, помогая себе бедрами, оттуда выползти. Бедрами работайте, ноги расслабьте. Давайте, девочки. Ну, попробуйте еще разочек. Здесь очень важно поднырнуть вниз волной. Руки сразу же поставьте удобно. Вы можете даже вот таким вот образом руки поставить треугольником, локти поднять вверх и занырнуть. Раз.
Упираемся по плечи и выползаем. Все очень просто, но при этом очень интересно. И еще одно очень замечательное упражнение вам покажу, так, чтобы вы прям совсем не расслаблялись. Сначала покажу, только для этого мне придется вот так вот сделать. Сначала посмотрите, пожалуйста, потом попробуйте, кто может. Почему кто может? Я бы не хотела, чтобы у нас здесь были травмы. Поэтому оценивайте, пожалуйста, свои силы. Супер. Ну все-таки я бы хотела, чтобы все ушли с позитивными впечатлениями. Ну вы же понимаете, правда, что здесь еще очень хорошо лежать, отдыхать. Но вы это можете сделать чуть попозже, когда у нас будет перерыв, я вам дам небольшую такую возможность. Посмотрите, пожалуйста. Руки должны быть прямые, мы руками держимся за борт. Я плечи выкладываю ровненько, так, чтобы они чувствовали плотную поверхность борта. Головушку опускаю вниз, но не до конца. Поднимаю ноги вверх, делаю толчок. И раз, два, 3, 4. Прекрасное упражнение для спины. Здесь шея, посмотрите, полностью у меня расслаблена. И даже если у меня напряжены плечи, я все равно это упражнение могу сделать. И потом аккуратненько я себя собираю. Причем здесь, как происходит массажное движение. Хоп, 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 хоп. Будете пробовать? Косточки давят. Можно стелить коврик. Он возьми там за эти коврик. Хочешь попробовать? Можно подкладывать. Да, единственное, смотри, коврик широкий, будет тяжело будет руки. Можно, конечно, да, можно. Супер, молодец. У-ху! Девчонки, молодцы. Вот кто попробовал сделать? Как вам? Великолепно. И спине хорошо, правда? Когда вы будете выполнять такое упражнение, Наташа, сделай, пожалуйста. Посмотрите, здесь такой момент есть. Лучше спуститься чуть-чуть пониже. Почему? Чтобы вот здесь шея могла быть расслаблена. Попробуй головой, поверти вправо-влево. Как шея. Говорит нормально. Очень хорошее упражнение, очень полезно. Так, ну что время летит прямо очень-очень быстро. Переверните, пожалуйста, сибирский борт. Теперь мы с вами отдохнем, и вы поймете, что сибирским бортом еще здорово расслабляться. Он как блюдечко, можно даже подушечку положить внутрь. Ложитесь на спину. Подкрутите таз, поставьте пятку на другой край. Можно руки здесь расслабить. Поднимите ножки вверх, пальцем потяните на себя. Подтяните живот, поясницу прижмите к борту. Здесь есть момент, на который следует обратить внимание. Когда вы лежите, спуститесь лучше чуть ниже, чтобы не на самом верху лежать, иначе мышцы шеи будут в напряжении, а нам нужно расслабиться. Теперь в этом положении попробуйте ноги тянуть на себя, без помощи рук. Пальцы тянем на себя, пятками толкаемся от себя, ножки прямые. С выдохом попробуйте расслаблять живот. Он у вас будет проваливаться внутрь с выдохом, а ноги будут очень приятно, естественным образом тянуться к груди. Я вам предлагаю сейчас выполнить еще одно очень хорошее упражнение на растяжку. Стопу правой ноги положите, пожалуйста, на верхнюю часть левого бедра, ближе к коленке. Теперь смотрите, у вас, я смотрю, растяжечка хорошая, есть, покажу два варианта. Вариант первый. Левая нога согнута в коленке, вы просовываете руки в коврик и тянете левую ножку к себе.
Постарайтесь в этом положении расслабиться. Сделайте все то же самое на другую ногу. Пяточку опустите к ягодице, расслабьте боль. Ножку от коленки расслабляйте, да? Снова поменяйте ноги, и только оставьте левую ногу прямой. Либо вы берете себя за бедро, также через бублик, либо вы берете себя руками за стопу левой ноги, притягиваете ножку к себе. Потом можно за пятку. Здесь нужно стараться плечи опускать вниз. Теперь меняем положение, сделаем то же самое на другую ногу. Либо через бублик просовываем руку, либо беремся сразу за стопу. Опускайте вниз плечи. Лопатки старайтесь полностью положить на борт. Отлично. Теперь можете ножки потрясти, немножко снять напряжение. Повернитесь на бочок, как в люлечке. Полежите, отдохните. Сегодня я вам показала самые-самые такие базовые основные упражнения. Постаралась вам показать, мало того, что любой вид тренировки можно адаптировать сибирским бортом, показалось вам раскрыть тему того, что сибирский борт — это очень крутое оборудование. Это новое оборудование, потому что мало сейчас клубов, студий, в которых оно есть. Я не знаю больше других специалистов в нашей стране, которые бы, кроме меня, так раскрывали эту тему. Видимо, потому что я очень люблю зрительную гимнастику, очень люблю сибирские борты. Меня продолжает переть, я даже продолжаю, казалось бы, да, что там несколько упражнений выучила, и все, но на самом деле это, наверное, бесконечно происходит. Вот здесь присутствует Наталья, которая прошла мне уже курс обучения в своей студии, она сейчас работает с сибирскими бортами. Наталья говорит о том, что сибирские борты очень сильно привлекают внимание. Да, Наталья? У нее даже написала, как у нее местных тренировок не хватает. То есть, если вы хотите улучшить качество своих тренировок, любых детских, взрослых, для разных групп, абсолютно в разных направлениях, я считаю, что это прекрасный способ и увеличить количество клиентов, и разнообразить свои тренировки, и открыть в себе еще новое вдохновление в своем направлении. Как я уже замолвила, да, я обучаю и тренеров, и отдельно у меня теперь есть курс для людей, которые просто купили себе сибирский борт, и он у них лежит, а у нас полстраны таких. Поэтому, если вам это интересно, я сейчас потихонечку буду заканчивать, вы можете ко мне подойти, я вам отвечу на все вопросы, расскажу о своем курсе обучения. Хорошо? Спасибо всем большое. Вам понравилось? Я очень рада. Поэтому благодарю вас, если вам это интересно. Есть вопросы, приходите, я заканчиваю. Вы можете ко мне подойти. Я вам отвечу на все вопросы и расскажу о своем курсе обучения. Спасибо всем.